Эй, жители Ютуба, гости, подписчики, приветствую на моем канале. Здорово, Адам. RetroPlayStar, привет. Сегодня мы начнем прохождение игры Frostpunk on the Edge. Ну, это дополнение к игре Frostpunk. Обожаю эту серию, обожаю эту игру. Люблю выживать. Так, сейчас, секундочку, напишите, если музыка слишком громкая. Мне кажется, она слегка громковатая. Может быть, 5? Rocketplay, здорово. Так, ну что, выбрать сценарий. На краю. Это сложный сценарий для продвинутых игроков. Рекомендую сначала пройти новый дом. Я хочу на краю. Так. Вьюга смела снег с армейского склада. Нас отправили из Нью-Лондона, чтобы построить здесь аванпост. Времена меняются. Какую роль мы сыграем в ведущей оттепели? Режим выживания. Спасибо. RetroPlay. Ну, давайте оставим на среднем, потому что игра реально сложноватая. Так. Ну, погнали. Сдержанное обещание сидит людей надежды. The Hope. Заболевшие люди отправятся в медучреждение, как только у них будет свободное время. В общем, это будет, наверное, не самый популярный стрим. Это такая медитативная игра, которая требует вдумчивости. Говорят, в снегу жизни нет. Но мы убедились в обратном. На самом деле снег живой, переменчив, беспокойный. Мы пережили вьюгу. Многим ради этого пожертвовали. Но все же получили кое-что взамен. Буйные ветра нажили реликвии прошлого. Те, что несут надежду на будущее. Задание было простым. Прибыть на место, построить надежный лагерь и запустить стабильную цепь поставок. Взамен нам обещали еду и предметы необходимости. Нехитрая сделка. Однако, у сделок есть одно интересное свойство.
Just like the Как и snow, снег, они склонны меняться. they tend to change. Frostpunk on the Edge. Так, напишите, если музыка слишком громко. Я подбаг. Так, команда аванпоста. Вьюга вскрыла подземный армейский склад. До эвакуационных времен. Нью-Лондон отправил нас сюда, чтобы основать аванпост и собрать все доступные ресурсы. Рисовка, привет. С провиантом нам придется полагаться на Нью-Лондон. Здесь не на кого охотиться, а под ногами скальное плато. К счастью, погода пока неплохая, и мы выживем без генератора, пока не найдем другие способы обогрева. Так, опасненько. За работу. Так, сейчас надо, главное, не терять время, потому что в самом начале главное не упускать ничего. А иначе можно всю запороть игру. И придется заново запускаться. Да. Так, мы знаем, что делать. Наша первая задача расчистить дорогу к складу и начать заготовку стали. И, конечно, надо не забывать поставить палатки. Без генератора ночью будет очень холодно. Окей. Так, мы знаем дорогу к складу. То есть расчистить дорогу. У нас какие-то лопаты пишут. Я врублю паузу сразу. Давайте рассмотрим. Обожаю их. Она супер простая, ну, в плане механики и в то же время. Круто. Какие-то развалины. Это у нас деревянные руины. Их можно залутать дерево. Так, отдалимся. Нью-Лондон. Там, видимо, какие-то будут подставки. Наладить работу, расчистить дорогу к складу. Замерзшее лого. То есть у нас есть пацаны? Или еще нет? Так, у нас 65 бездомных, бедолаг. Очень удачное место мы нашли, чтобы разбить лагерь. Да. Но мне нравится. Это что? Армейский склад. Здесь у нас будет сталь. Обломки стали. Ящики древесины. Так, дорогу к складу. А где склад? Я не одупляю пока что. Остальные обломки. Обломки. Блять, вот же склад. Так, прочел армейский склад и не понял. Галактикус, привет. Я не опоздал на стрим? Нет, и как раз вовремя. Я тут разбираюсь. И, кстати, поздравляю с 500 подписчиками. Спасибо, дружище. Это все ваша заслуга. Так, мне нужно что? Получается, разгрести эти адовые обломки. 50 единиц стали. Так, у меня есть уголь. Есть немножко древесины. Есть сталь. Минус 20. В принципе, что, им бродягам терпимо, нет? В принципе, нашим бедолагам, бродягам терпимо. Так, это что? Это склады. Ну окей. Это ящик древесины. Ну давайте, погнали. Сразу же сделаем инженер. Сюда 15 и сюда 15. Куча угля.
Так, сейчас, секунду, у меня есть... Давайте еще на уголь отправлю. Так, и древесины еще 5. Ну, понеслась. Так, они не торопятся. Немножко ускорим. О, кстати, может что-нибудь построить сразу? Палатку, например, а? «65 человек. 65 человек. Так. На 10 человек. Получается, нужно 7 палаток. Ну, пока так, пусть будет. Так, я такую игру еще никогда не видел. Но прикольно. Согласен. Кстати, рекомендую пройти ее. Обалденно. Здесь нет какого-то экшена. Это просто очень красивая стратегия. О, скоро, кстати, похолодание будет. То есть будет это минус 30. Уже бродягам будет потяжелее, кстати, выживать. Тюброслик, привет, спасибо. Спасибо за 22 лайк. Ты хороший. Хороший человек. Ну что вы? Как дела-то у вас? Потихоньку. Надо, короче, всем построить успеть, потому что они начнут дохнуть у меня, ну или болеть. Зачем мне больные люди? Придется строить больницы адовые. Я не знаю. У них начнутся проблемы с конечностями, они станут инвалидами. Ну и, наконец, смерть. Зачем мне смерть? Так, что у меня есть? 50. Давайте еще и накатим. Так, по идее, надо что-то строить же еще помимо этого. Здоровье. Еда, кухня. Кстати, кухня. Как бы не остаться без этого. Как говорится, без еды. Так. Мастерская. Давайте еду, не забыть про еду. Очень важный элемент. Я думаю, никто не любит голодать. Кухня, 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 кухня. Где поставить? А, секунду, надо просто все вспомнить. Да. Good game. Привет, дружище, спасибо. Спасибо большое. И тебе хорошего вечера. Спасибо за лайк. Так, она вырабатывает тепло? По-моему, да. Так. Ну, кстати, здесь можно построить, например, кухню. Здесь можно инженеров построить. Здесь те же самые палатки медицинские. Да. Здесь будет. Соглы, без еды вообще никак. Игра называется Frostpunk. Это дополнение On the Edge.
На краю. У меня есть на канале прохождение. На канале прохождение последней осени. Когда-то я проходил. Но я вспотел. Прямо вспотел проходить ее. Так, ну что вы там? Блин, скоро смена кончается уже. Все. Так. Мне нужны рабочие сюда. Началось. Мне больше всего не нравятся вот эти сообщения. Она на развитие и на выживание. Ну, типа тут надо строиться, улучшать, ну и в то же время выживать. Потому что тут постоянно идет понижение температуры, ну, скачки, так сказать, вернее. И если не развиться, если у тебя, так сказать, не будет жилья, не будет еды, ресурсов, то игра быстро для нас закончится. Так, проблема с жильем. Нет крыши над головой. Я понимаю. Так. Нет крыши. Сколько у меня древесины, я не обратил внимания. Давайте я обеспечу людям части людям. Не хочу кормить пустыми обещаниями, знаете. Но желательно, блин, не сутки. То есть через сутки уже будет минус 30. Нет граничища. Здесь у нас. Ну, по идее, еще можно поставить. Да, выживание это прямо офигенски. Так, связаться с Нью-Лондоном. Теперь нужно перестроить транспортное депо, чтобы получать провиант из Нью-Лондона. Прежде чем наши запасы истощатся, для связи нужна администрация аванпоста. Так, стоп, а я ж еще не расчистил. Еще осталось 11 единиц. Построить администрацию, восстановите транспортное депо. Транспортное депо. Где ты можешь... Где ты находишься? Обломки. Маяк. Может, вот это вот? Только не кликается. Обломки. Восстановите транспортное. Да ё-моё. Склады. У меня еще, кстати, генератора нет. Я не знаю, как они будут выживать без генератора. Армейские склады. Ладно, хер с ним. Разберемся. Надо сейчас дорогу сделать и построить администрацию. Администрация. А, вот он, депо. Все понял. Короче, такая прям атмосферная игрушка. Давайте колотить все новые постройки, новые палатки. Так, ну вот я выполнил обещание.
И надежда сразу растет. Они сразу меня любят. Так, что мне еще осталось? 28 единиц. И... О, кстати, 5 бездомных. Мне можно, в принципе, построить еще одну палатку, и я буду героем. Поближе здесь построю кучки. Как неудобно их выгонять в мороз на стройку. В минус 20 ночью. Я чувствую себя каким-то тираном. Но это вынужденная мера. Ну, кстати, минус 30, а потом опять будет минус 20. То есть терпимо. Давайте ускоримся. Опаньки, у меня один заболевший. Блин, серьезно? Блин. Короче, я застудил пацана. Но, видимо, то, что они ночью работали. Мне надо срочно палатку делать. Эх, блин. Новый день, новая смена. Так, надо поторопить их. Угу. Давайте работать. Так, давай. Нам больные не нужны. Нам нужны здоровые. Нам нужно здоровое общество. Блин, у меня проблемки с припасами. Ну, типа, у меня их нет уже. Так, найс. Теперь нужно что? Можно заставить их работать. Построить администрацию аванпоста. Так, идем пока что не время еще запускать, что ли? Ну давайте бросим туда-сюда, что ли? Работяг. Главное не обосраться где-нибудь. Не пропустить вспышку. Так, найс. О, Пабгер, здорово. Давно не было тебя видно. Видимо, ездил куда-то отдыхать.
Так, а чё никто не собирает? Или они несут? А, они несут. Сейчас, секунду, надо, короче, заморочить этот. Скажите мне, пост добычи. Здешние работники собирают ресурсы из ближайших куч угля, ящика древесины и груд стальных обломков. 15 древесины. Или пока не время. У меня слишком мало древесины. Так, что у меня по задачам? Построить администрацию аванпоста. Администрация. Здесь располагаются устройства связи с другими поселениями. Вот мне вот это. Стопудово. Стопудово это. Так. Слишком далеко от центрального кольца. Понеслась. Скоро будет холодать. Пора одевать подштанники. Так, отлучил. По идее, блин, надо инженеров построить. Здание для инженеров. Чтобы без дела не сидели. То они чилят просто. И жрут. И флексят, наверное, еще. Анимешник, здорово. Желаю удачного стрима и 1000 подписчиков. Спасибо, анимешник. И тебе тоже желаю. Арис, привет, спасибо за лайк. Спасибо за визит. Так, стоит ли мне наладить работу этого склада? Не буду добывать сталь. Понял. То есть будем добывать сталь и отвозить, видимо, в Нью-Лондон. Oh yes. Так, и что это? Население 527 человек. Отношение родной город. Можно переговоры устроить. Дальше восстановите транспортное депо. Ожидание указаний. Так, мне 25, 27, мне нужно что-то еще сделать. Нельзя прохлаждаться. Пост добычи. Да, надо вот это построить стопудово. А потом я построю уже пост добычи. Так, а почему Nightbot не отображается в чате? Вроде отображается, но вернее он что-то пишет, что-то спамит. Так, если что, я никуда не уходил. Окей, спасибо. Спасибо, что здесь. Пум-пум-пум-пум. 45 древесины, 20 стали, ё-моё. Ну я да, я завтра, получается, транспортное депо сделаю. И пост добычи, потому что они околеют у меня на улице собирать.
Кстати, сейчас сделаю просто. В смысле, алё? Здесь нет дороги. Блин, стоп, 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 отмена. Отмена. Тут все не так-то просто. Пока так. Пока так. О, инженеры построились. Да ё-моё. Так, что можно сделать? Печи, погреватели, маяк. Наверное, быстрый сбор надо вкачать. Но это завтра. Катана Мастер, привет. Артур, Гейм Мастер. Гейм СТ, привет. Здорово, дружище. Так, главное, чтобы вот эти гаврики у меня построились вовремя. Блин, минус 20, они торчат на улице, серьезно? Может, по домам пора? А вот. Все по расписанию. 2 часов, все спать. Кстати, а ты можешь снять прохождение Fallout 4? Прохождение Fallout 4? Нет, я же ее прошел. Мне уже просто неинтересно будет. Locked Game, добрый вечер. Спасибо за твой визит. Так, у меня 16 дней еды осталось. Блин, сейчас они будут голодать. Мне надо транспортное депо делать. Вадим, здорово, спасибо. Давайте ускоримся немножко. Ну ё-моё, кто заболел? Серьезно? Никого вроде на улице нет. Все дома, какого хрена вы заболели?
Получается, будет час минус 30, потом 5 минус 20 и 5 минус 30. Колебания. Башка будет болеть, перепад температуры. Спасибо за поздравления. Спасибо. Спасибо, Вадим. Все благодаря вам. Так, мне нужна еда. Мне нужно дерево. Сразу похолодало. Неприятно, а? Неприятно. Так, надо ли мне сохраниться? Вот в чем вопрос. Давайте сохранимся. Надо переписать. Нельзя никак переписать, что ли? Сохранить. А, вот. Сделаем. Вот. Такая игра, что приходится сохраняться. Ого, 41 лайк. Да, Вадим, не обращай внимания. Короче, видимо, кто-то слишком сильно старается. Я уже просил, конечно, не делать так. Так, а где у меня? А, у меня здесь древесный сяк. Так, здесь уголь и 99 тысяч. Так, ладно. Придется им работать в открытом поле. Давайте. 16. Сколько-то надо. 45. Еды нет, кстати. Может, мне уже пора кладбище строить? Тридцать 36, 39. Все. О, ты какое оно массивное. Так, а есть у меня работяги? Давайте отсюда отвяжем. И через сюда будет уже нам поступать запасы. Может, какие-нибудь хоть еды бы нам. Кстати, быстро строятся. Менее часа. Угу. Стоп. Давайте рассмотрим. Эх, нельзя рассмотреть, что ли? Интересно, как у них будет работать эта доставка? Какие-то цепелины, что ли? Или воздушные шары? Да, наверное, воздушные шары.
Нью-Лондон. Приветствуем, Аванпост 11. Дистрикт 11. Поздравляем с успешным прогрессом. Скоро вы получите первую поставку провианта. Вы уже наладили процессы, и мы ждем от вас первый груз стали. Тем временем высылаем вам группу клерков для работы в администрации аванпоста. И будет сопровождать ваши дети. Наши дети? Вскоре вы их увидите. Помните, что мы готовы помочь вам с любыми проблемами. Так, а когда будет стрим по SnowRunner? Ну, дружище, я не знаю. Ждем. Ждем, когда выйдет дополнение. О, надо можно какие-то переговоры устраивать. Так, нам надо поговорить. Ну, давай побазарим. Так. Так, какова наша задача, вопрос? Так, у нас проблема, можете нам помочь? Ваша задача — исследовать склад и добыть как можно больше стали. Мы ожидаем поставки не реже раз в несколько дней. Вы будете получать провиант каждый день. Ух ты, спасибо хоть за провиант. Так, мы вернемся к работе. Ну давайте. Прощайте. О. Через 12 часов будет груз. Что в грузе? Дети. И администрация. И возможно еще... Ё-моё. Дети. Зачем нам детей? Алё, мы так и выживаем же. Какого хрена? Ну и надеюсь, там еда. Так, это странно. Вероятно, это недоразумение. Дети не должны быть... Вот, я тоже об этом говорю. Дети не должны были сюда ехать. И уж точно не так рано. Нам будет тяжелее. Что ж, отсылать их назад поздно. По крайней мере, Нью-Лондон обещал поставить нам еду. Будем надеяться на регулярные поставки. Вот-вот. Это супер странно. То есть 25 человек. Нам нужны будут еще палатки. Где жилище? 5 коек свободных. 2 палатки надо ставить. Угу. Соберите 100 единиц стали. И отправьте в Нью-Лондон. То есть надо не склад. Понеслась. Ладно. Предлагаю сразу же построиться. Я хочу увидеть, как приезжает груз через 1 часов. Стоп, 10 детей, 10 рабочих. Это администрация. Не бы рабочих, по идее. Так, не сюда. Или хотя бы еще десяточку. Ну уже. 50. Как долго они добывают. Работает супер неэффективно. Так, тем временем через 9 часов у меня будут люди, и куда их
Где их размещу? Пикварес, привет! Спасибо, что заглянул и поставил лайк. Спасибо. Спасибо за внимание. Так, ладно. 35 доступно. Ну давайте. Пусть 15 останется. Что такое? Надо что сюда довести. Ну ладно. А у меня нет древесины. Сорян. Тут 66 осталось. Кстати, еды нету. Блин, надо поторопиться бы. Они сейчас будут это. Они еще бунт устроят, нет? На площади. Как так? Hello, my friend. Спасибо, что заглянул. И занес свой царский лайк. Ну, надеюсь, лайк, конечно. Блин, мне по идее на 20 из древесины. Как бы закон был какой-нибудь, чтобы не работали до талов. Хотя бы, ну, сегодня. Через 15-20 минут вернусь. Хорошо, Вадим? Вы все тебя будем ждать. С нетерпением. Да и захвати с собой чаек. Ну, чтоб было поуютнее, так сказать. Выживать в этой холодной местности Фростпанка. И пить. Во! В смысле? О, только через 40 единиц и через 10 часов. Вы рофлите, что ли? Ну это гон. Так, ну пока что они только болеют, вроде не голодают. У меня все по нулям. Блин, вы там лечитесь, нет? Пациент. Менее часа. Около дня. 12 часов. Какие-то дохлики попались мне. Разгоним давайте время. Опаньки. Что? Приехали ко мне. Иностранцы, гастробайтеры. Так, администрация аванпоста. Прибыли наши дети. Сэр, прибыли чиновники из Нью-Лондона. С ними наши дети. Работники расстроены. С детьми явно плохо обращались. У них недостаточно теплой одежды, а некоторые простудились по дороге. Но теперь мы сможем о них позаботиться. Да, конечно, у меня нет даже домов для них. Капец. Давай, Галактикус. Сделай там все свои дела. Блин, серьезно. У меня древесин. Смерти неизбежна. Низкий риск заболеть. Ой-ой-ой, 14 больных. Мне еще надо строить одну палатку. Санитарный пункт.
Так, у меня есть инженер? 5 инженеров. Как раз. Так, может быть, поторопитесь? Так, куда они идут? Там же закрыт. New London is waiting. Get a move on. Ау. Привет, обычный парень. Спасибо, спасибо. И тебе хорошего вечера. Так, но у меня угля до талого. Может мне как-то с кем-то обменяться? У меня прям до талого это. Так, нужны, короче, эти... Палат. Палатки, еще одну палатку и один еще санитарный пункт, и я буду жить. Прямо, ну, этот, как сказать, сеттинг, стилистика игры, это как такой стимпанк. Индустриальный прям нравится. Так, администрация аванпоста. Клад из паровых ядер. Прекрасные новости. Good news. На складе нашли пока неизвестный, но явно обширный запас паровых ядер. Мы уже отправили отчет в Нью-Лондон и ждем инструкций, пока мы можем вытащить на поверхность хотя бы несколько, но для этого придется приостановить добычу стали. Дайте подумать. Так, читаем. Переговоры. То есть, интересно, они автоматически отправляют еду, да? А, нет. И мы тоже автоматически отправляем им сталь. Так, сейчас секунду разберемся, что там будет, что к чему. Рабочие будут добывать паровые яды. Да, но прежде сталь нужна, поэтому кажется сталь. Айзек Бакс, плей. Привет, спасибо. Спасибо за визит. И за твой лайк. Так, давайте еще одну палатку поставим. Чтобы жилось им веселее. О, кстати, еще надо поставить улицу. Так, ну что, какие у меня шансы, интересно? Так, а есть ли какая-то шкала, может быть? Отчет по времени? Ничего этого нет. В предыдущих версиях и дополнениях нам хотя бы было, ну, вот в этом месте примерный отчет. Ну, время, сколько мне оставалось. Успеваю, не успеваю я по графику, так сказать. Так, Нью-Лондон. Мы узнали, что на складе обнаружен запас паровых ядер. Крайне своевременная находка. Эти устройства критически важны для безопасности города. С этого момента, пожалуйста, высылайте нам по 2 ядра с каждой поставкой.
Чтобы обеспечить своевременность поставок, получайте полномочия вводить чрезвычайные смены. При возникновении препятствий просим вас обращаться в город для разрешения проблем. Да. Это все. Прощайте. То есть им нужны еще и ядра. В количестве 2 штук. Интересно, если я буду задерживать поставки. Они будут ли задерживать поставки еды, что ли? Так, администрация Аванпоста. Постановление о чрезвычайных сменах. Чтобы обеспечить выживание колоний и ускорить поставки ресурсов с Аванпоста 11. Правительство Нью-Лондона выпустило постановление о чрезвычайных сменах. С сегодняшнего дня рабочие смены могут быть увеличены вплоть до 24 часов. Ух, как жестоко. Какого хрена они в смысле? Стоп, я же не... Алло. Какого хрена? Как отменить, стоп? Тут рабочие часы обычные. Так, стоп, может быть здесь? Нет. Джек, спасибо. Ну, вернее, добр Джек. Так, не понял. Что за самоуправство такое? Где администрация? Нет. А, можно вести, то есть как раз таки здесь можно подрубить. И здесь. Понял. Ну, поехали. Так, почему никто не делает дорогу? Саботирует выполнение задач. Бесит. А, кстати, мне нужно построить... Стоп, эти... 25 единиц надо. Санитарный пункт. И в идеале надо уже начать вот это все разбирать. Богатство. О, все. Теперь все домики. Будете строить дорогу или нет, алло? А, вот, начал дорогу строить, наконец-то. Бедолаги. Минус 30. Блин, работы так и не начались. Блин. Целую спину потерял. Так, проблемы с медициной. Нужно больше больничных коек. Я построю санитарный... Да, я построю вам. Тем более уже строится. Постройте уже мне чертову дорогу. Они что, по одной досочке носят, что ли? Я не понял. Все вроде построили. Наконец-то. Угу. Так, и сюда.
В смысле, я ж только что построил санитарный пункт, алло. Они что, издеваются? Стройте санитарный пункт. Ладно, я понял. Никелодиан, привет. Спасибо. Спасибо, дружище. Так, разобрали, теперь опять строить. Видимо, надо это все-таки до принятия решения. Ну, то есть после принятия решения начинать строить. Так, у нас древесина кончается, надо еще один пост добычи строить. Рабочих мало. Так, через 12 часов будет поставка. Угу. О, найс. Так, одну задачу выполним. Давайте сохранимся. Сделаю сохранение. Норм 2. Чтобы не зафейлить. Вадим, я вернулся. Я захотел Кока-Колу. Спасибо, Вадим, что вернулся. Так. Так, я построил 2 санитарных. Да? Давайте, лечитесь, только лечитесь, пожалуйста. Холод дома, нехватка лечения. Ну извините, блин. Сейчас потеплеет. Так, кстати, надо еще сделать деревянные опоры. Деревянные опоры повысят эффективность работы на армейском складе. Каждое применение опоры стоит 50 единиц древесины. Тачки. Позволяет использовать тачки на армейском складе. Эффективность возрастает на 20%. Пожалуй, тачки я использую. Тачки надо использовать. Так, у меня кончается дерево. А может здесь еще добывать? Виктор, привет, спасибо. Спасибо, что ты заглянул ко мне с визитом. И с лайком дружеским. Эх, за работу, давайте за работу, работяги. Время, деньги. Вернее, время вашей жизни. Хотя, в принципе, мы не умираем. Проблема в этих поставках, что мы сидим на каком-то голодном пайке. Я хочу увидеть, как доставляется груз сюда. Во, полегче стало. Hurry up, people. We have a quota to fill. Так, закончилось, давайте. Разбирайте.
Так, интересно, не успеют заполнить еще, по идее. Ну, хотя я запомню сталь, 100 единиц, а потом начну паровые ядра добывать. Не понял, смысл? Я же должно было хватить в аккурат как раз. Ребят, все будет. Через час будет у нас еда. Будет пир горой. Давайте ждем поставочку. Ну, где? А где анимация? Пец, они даже не нарисовали. Ладно. — 25 рабочих, в смысле? Где мне 25 рабочих? Как же долго они идут, камон. Целый день уже идут. О, 9,6 уже, неплохо. Скорость добычи улучшилась, увеличилась. Так, и у меня еще осталось 15 рабочих. 15 рабочих. Может, все-таки это поразбирать? Тоже древесина. Так, это у нас уголь. Это тоже уголь. Так, наверное, завтра будет 100 лайков под стрим. Ну, надеюсь. Надеюсь. Почему-то эффективность такая низкая. 1,5. Ладно, отправлю сюда, дособировать. Time for a breather. See you tomorrow. О, почти собрали, 94. Так, сейчас опять будет понижение температуры. Так, а чё у меня нету этих охотников, там, я не знаю, мастерская, еда, кухня? Как-то связаться с этим, с поселением я чуть могу. Блок. А, вот же, разведчики, нужно создать 45 человек, по идее, вот могу. Надо древесину. 40 древесины и 5 бездельников надо найти. Ладно, у меня вся древесина уходит в ресурсы, вернее, в развитие.
Так. Через 12 часов будет груз. Не, реально, блин, они держат нас просто на минимальных паёчках пищевых. М. Вперед, ребята, у нас еще много дел. Саша Плаксин, привет. Спасибо за визит. Наверное, игра крутая. Но она прям прикольная. Прикольно. Однажды ее попробовал и зацепило, как говорится. Вадим, давай пока. Забегай. Так, ну что вы, ребятки, давайте. Пора за работу. Просто нужно понять, я успею, не успею. Тут никаких сроков не написано. Когда мне стоит, не стоит подрубать от 24 часа работы. Кстати, нужно, короче, все-таки еще один пост добычи сделать. Ресурсов. Пост добычи 15 древесины. Еще один пост добычи где-нибудь ставить здесь. Так, и... Так. О, 100 единиц. Стоп, стоп, стоп. Ребятки, стоп. У нас 100 единиц. Собираем яда. Вика, привет. Спасибо за визит. Так, ну что, теперь может что-то сделать, наверное, в плане развития. Здесь ничего, здесь деревянные опоры. А, то есть 50 единиц оно будет сжирать. 50 единиц древесины. Наверное, стоит прокачать, когда у меня будет типа лесопилки. Позволит использовать обогреватель для отопления в рабочие часы. Каждый работающий обогреватель повышает температуру на 1 градус. И печи, адские печи. Адские печи. Позволяет построить печь, сжигающую уголь для отопления. Так, у нас похолодание будет на градус. Переживем. Потом у нас двое суток похолодания, потом опять потепление, потом мы просаживаемся на 2 уровня. То есть печь где-то надо здесь прокачивать, и сейчас прокачивать печи. Или обогреватель вкачать. Давайте лесопилку
Или угледобытчик. Короче, давайте обогревать их. Блин, сколько у меня больных, ё-моё. Больные, сирые, голодные. Станет. Так. Ищи беда. Так, тяжело больных двое. На лечение 10. Умерло 0. Давайте, ребятки, нужно выжить. Так, что случилось опять? Так, администрация аванпоста. Нам урезали паёк. Рабочие, разгружавшие последний груз провианта из Нью-Лондона, заметили, что еды прислали заметно меньше, чем обычно. Новость, понятное дело, уже облетела весь аванпост. Люди тревожатся и сердятся. Надеемся, это просто ошибка, а не признак, что дома творится неладное. Так, давайте разбираться. Переговоры. Сейчас они скажут, что вы в срок не отправили нам идти эту сталь. О! Может заказать, кстати. Нам нужно больше сырой еды. Ваш запрос принят, однако учтите, что нам придется приложить немало усилий. Да давайте уж постарайтесь. Постарайтесь, давайте, нет. Это что? Так. Аванпост 1, в чем проблема? Вы не поставили стали? В смысле не поставил? Такого не было сроков, алло. Чтобы помочь вам встретить выполнять свои обязанности, мы наделяем вас полномочиями вводить увеличенные смены, используйте их с умом. Понятно. Капец, сроков-то нет уже. Так, постановление об увеличенных сменах. Чтобы обеспечить выживание колонии и ускорить поставки ресурсов с аванпоста 11, правительство Нью-Лондона выпустило постановление о чрезвычайных сменах. С сегодняшнего дня рабочие смены могут быть увеличены вплоть до 14 часов. Так, стоп. Ну блин, 14 это уже лучше, это не 24. Давай. К сожалению, информирую, что в связи с неопределенными обстоятельствами мы вынуждены сократить поставки провиантов вплоть до нового уведомления. Заверяем вас, что объем поставок восстановится в ближайшие сроки. Надеемся, что это неудобство не повлияет на ваш прогресс. Ожидаем поставки ваших грузов в срок. В смысле? Вы урезаете, а с нас требуете? Охреневшие козлы. Так, а что еще можно сделать? Ничего, прощайте. Козлины? $20 пайков всего. Угу. Так, здесь мы все. Понеслась. Так, и у меня еще 5 незанятых рук осталось.
даже не их применить. Продолжать, может быть, добывать? Мгм. Так, у меня 46. Гайс. Ё-моё. Вот же. На поверхности решение. Так, замерзшее логово. Так, пещера, что? На что? У подножия горы стоит массивная каменная постройка. Так, а здесь что? Мы видим остров большой постройки. Похоже, здесь было несколько дымоходов. Там, наверное, люди. Давайте сюда. Все. Сейчас все будет в шоколаде, гайс. Сразу же сохранимся. Норм. 3. Надеюсь, я не запутаюсь в своих сохранениях. Потом на стриме, если что, можно посмотреть, какой сохранялся. Если где-нибудь совершу, так сказать, ошибку фатальную. Так, ну чё, ребят, собирайте ресурсы. Что-то икать начал. Надо, может, воды попить. Сейчас я, ребят, за водой схожу. Так, все нормально. Стрим не завис, я здесь. Так, ну чё вы там, собирайте, не собирайте ядра. Это долго. Максим, слава Украине, героям слава! Короче, блин, горло пересохло. Дико. Провианта нет. Так, стоп. 35 дерева есть. Может, что-то построить можно. Что мне требуется? Так, исследования идут. Пост добычи. Мастерская пока не требуется. Кухня не требуется. Не требуется. Ну, в принципе, пока все норм. Я бы даже так выразил себя. Пока все норм. Все идет своим ходом. Только вот эти как-то долго добывают эти ядра, чистый изумруд. Так. Доступна технология. Технология. Так, я сделал тачки. О, может быть, хотя у меня этих работников же нет. Тогда предлагаю что?
печь. Или все-таки опоры? Давайте опоры поставим. Потом уже после опор печь. It's time to rest. You've earned it. Так, а вы еще работаете, да? Давайте работать. О, одно добыли, кстати, ядро. Что опять? Так, проблемы с медициной. Нужно больше больничных коек, капитан. Некоторые обеспокоены тем, что количество пациентов, оставшихся без лечения... Блин, я что-то прозабылся про пациентов. Растет. Вас просят заняться этой проблемой. Я построю санитарный пункт. Обещаю, что больных вылечат. Нужно начать лечение третьей больничных в течение 3 дней. У меня вроде бы этих инженеров уже нет. Так. Ну, ладно. Так и быть. Займем отсюда людей по одному человеку. Хотя, может быть, здесь запросить переговоры? Эх, нельзя пока. Мы то, что не отправили им ресурсы, они это... озлобились на нас. Козлы. Так, что пока справляемся своими силами. Так, где у меня эти разведчики? 9 часов будет. Кстати, сейчас будет холодать. Будет минус 30. Давайте, стройте быстрее, я прошу вас. Я прошу вас. 2 часа осталось. Тяжело больных 2, больных 9. Надеюсь, у них не ковид. А то нашей колонии придет конец. Ах. По одному займу. Чехотошные. Давайте. Так, ну что, пока живем. Если что, можно будет палатку его подрубить обогреватели, кстати. Уже неплохо. Так, эти отмаялись, отработали. Еще одно ядро добыть, и можно опять в нормальном режиме работать. Где моя еда? 1 часов. То есть через 20 минут придет еда и через 11. Кстати, а ты будешь почаще стримить? О, Галактикус, я не могу чаще. Прости. Чаще пока никак. Так, что еда? Доставили. Доставили нам шматки еды. О, лечится. Найс. Опа. Вот они идут. Они что, пешком ходят? Стоп. Типа телеги какие-то. Понятно.
Я думал, будут какие-то шары прилетать по красоте. А они пешком. Так, давайте разгоним. Разгоним время. Это в наших силах. До 5. Какого хрена? В смысле? Так, у нас, кажется, первый погибший. Так, на 7-й день потеряли одного человека. Ребенок. Вы издеваетесь? Зачем вы мне отправили детей? Козлы. Теперь надо где-то его хранить. Ну, вернее, закапывать. Кладбище. Так. Книга законов недоступна, кстати. Нужно подождать 1 час. Опа, стоп. А почему? Как будто бы закрыто. Автоматически теперь на час подождать. Я понял. Мне надо закон о кладбищах принять. Так, вероятно, это было укрытие в горах или военный наблюдательный пункт. Над крышей трепещет обрывок белого флага. Один бог знает, как они уцелели. Никто не знает, всегда он был белым или высветился временем. Так, обнаруженный каменный стен. 16 дерева. Ну, не густо. Не густо. Так, а что здесь? Через долину тянется темная линия. Каменная стена. 17 часов. А сюда сколько? 14 часов. Вход в пещеру. Давайте. А, сюда сколько? Сюда целый день. Давайте сюда. Пока домой не отправляем. У нас древесина есть. Так, и что у нас сейчас будет? Похолодание? Мне надо захоронить тело бедного ребенка. Wrap up well. Frost is here. Книга на замочке. Демон, привет! Спасибо за визит и за твой, надеюсь, лайк. Get to work, people. Shipment is waiting. Давайте, добывайте. Так, все доступно? Найс. Так, избавление от трупов. А, закон подписывает не Лондон. То есть не надо... Стоп. Я понял. То есть пока недоступно, нет. Это мне нужны переговоры. В смысле? То есть я не могу договориться о погребении еще? Пока я не отправлю им груз, я не смогу похоронить ребенка. Садисты. Чёртовы садисты.
Так, первый груз готов к отправке в Нью-Лондон. Вам следует зайти в администрацию ванпоста и попросить клерков открыть линию связи. Тогда вы сможете отправить груз. Так, у меня сегодня день веселый. 10 подписчиков на канале. Поздравляю. Поздравляю тебя, дорогой. Это только начало. Все будет. Так, куда мне надо зайти? Еще один погиб. Еще один ребенок. Так в смысле? Я ж все построил. Алло. А, вот сталь и паровые ядра. Все. Так, интересно, я смогу теперь как-то с ним переговорить насчет погребения? Нет. Они ждут груза. А, во. Выражаю вам признательность за первую поставку. Отличная работа. Паровые ядра очень важны для колонии. Рада сообщить, что планируем отправить вам провианты каждый день. Ваша задача обеспечить поставку ядер и стали. Если поставленных ресурсов будет недостаточно, нам придется рассмотреть ответный метод. И помните, если возникнут проблемы, сообщите нам. Понятно, надо поговорить. Да камон! Чего недоступно? Это все. О, гнев растет, в смысле? Новость о том, что Нью-Лондон рад сообщить, что будет присылать нам еду, которую он обязан нам слать, разошлась по поселению и вызвала ропот и беспокойство, что уже говорит о реакции на слово об ответных мерах. Все говорят, что паровые ядра надо в первую очередь использовать самим. Мы их нашли, а генератора у нас нет, в отличие от Нью-Лондонца. Так, и как он сильный гнев будет у вас? Холод дома, кстати. Холод дома. Кстати, санитарный пункт. Бам. Пост добычи и добычи. Я везде подрублю. Где это возможно. Так, ладно, ребят, я спать. Всем спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы еще немного сдержимся. Позалипаем. Повыживаем. Так, получается, им груз. Отправка дойдет через 10 часов. И тогда я смогу уже, наверное, захоронить детей. Опа, стоп, я что-то пропустил. Так, где-то что-то... А, здесь иссякло. Здесь не исследуется. Так. Демонтировать. Так, и мы поставим пост добычи где-нибудь здесь, наверное. Или же как-то поэтапно идти. Короче, пока здесь поставлю. Блин, закончилась сталь. Зараза. Так, сталь закончилась. Мне, кстати, самому нужна сталь. Блин. Через... Ё-моё. Давайте это.
сталь делать. Забыл переключиться. Если надо за всем следить. Так, сейчас получается опять надо срочно отправлять им стоимость стали и немножко паровых ядер. Так, проблемы с демонтажными работами. Ладно, наконец-то. Так, деревянные опоры, найс, кстати. Стоп. Кто-то подписался. А2, спасибо. Так. Так, время 3 часа. Я тогда завтра подрублю. Ну, деревянные опоры. Это ускорит на 50%. Сейчас мы запустим печки. Адские печки. Блин, может зря. Можно отменить? Просто отменить. Давайте запустим угледобытчик. А потом уже печки, чтобы не попасть в просак без угля. Истощено где-то. Не знаю, стоит ли как-то инженерам ускорять работу. Не, этим-то точно нужно ускорить. А всем остальным, наверное, пока что не стоит доводить их до безумия и адского недовольствия. Ну, по крайней мере, пока еда есть. Эх. Пока еда есть. Так, отношения. Так как... благосклонность низкая. Переговоры. Понятно. Пока что они закусились, да, на нас. Так, разведчики дошли, кстати. Жуткое и унылое место. Его обитатель долго охотился в этой местности. Обыскав пещеру, мы обнаружили медведицу с 2 медвежатами. Они свернулись в клубок в дальнем углу пещеры. Они не пережили в юге. А что, даже забрать нечего? Типа они замерзли настолько, что их нельзя даже освежевать. Так, развалюха. До развалюхи 21 час. Сюда 23 часа. Сюда 1 день. Блин, надо, наверное, сюда идти, обломки зданий. Надо сюда. Так, 21, 23, 21. Сейчас сюда дойду, стопудово день здесь откроется. Ладно, давай, развалюхи. Аюхай, с вами Влад А4. Привет, Влад А4. Так, кстати, будет потепление небольшое.
Угу. Так, есть свободные бродяги? О, груз на месте. Так, если переговорить с ним. Нет, все еще на диалог не идут. Так, я подрублю обогреватели. Они будут согревать работяг, бедолаг. Пока все неплохо, кстати. Ну, правда, есть какие-то проблемы локальные. Так, сколько у нас там пациенты? Ё-моё. 9 часов. Вы можете как-то ускориться, а? Администрация. Идет на лечение. Через час один готов будет, через 3 часа. 10-9. Ой-ой-ой-ой. Вы опять меня. Не было смертей. В тех версиях можно было построить паб. А, блин. Стоп. Тут тоже можно. Можно и клуб построить бойцовский, и детский труд, все что угодно, и даже кладбище. Но пока что администрация из Лондона запрещает принимать какие-либо решения. Так, а чё, вы куда пошли? А, вы уже на работу? Красавчики. Быстро. А, с 6 часов уже работают. Анимешник, всем пока, пойду полежу, просто голова болит. Блин, анимешник. Конечно, иди. Конечно, иди, давай. Давай, отдыхай. Спасибо. Там, чай попей, как его, с метком. И много не сиди, да, много не сиди лучше за компьютером. Не рекомендую. Так, давайте сразу применим вот эти вот опоры. И надеюсь. Они нас выручат. Ну уже, отправьте нам. О! Найс. Так. Так, нам нужно больше древесины, нам нужно больше угля. А, во, нам нужно избавиться от мертвых тел. Мы рассмотрели вашу проблему и подготовили законопроект, который ее решит. Спасибо. Так, постановление об уважении к почившим. В памяти о наших павших братьях и сестрах из аванпоста 11 и во избежание эпидемии правительство Нью-Лондона издало постановление об обращении с человеческими останками. С сегодняшнего дня все мертвые тела следует хоронить на специально выделенном кладбище. Ну, спасибо. Спасибо. Так, а где? Люди? В кладбище. Адское кладбище. Где мы его устроим? Где-нибудь. А можно здесь, наверное.
Надеюсь, оно как-то не дезморалит людей. Я хз. Как раз хорошее место. Да. Здесь хорошее место. Сейчас надо только высвободить работяг. Вообще. New London is waiting. Get a move on. Недовольство. Повод. Избавление от трупов. Сейчас построим. Морг. Кладбище, вернее. Так, уголь. Уголь есть, дерево есть. Так, это что? Даже сталь есть. Хорошая добыча, 10-2 час. Неплохо. Так, надо будет скоро переключаться опять. Да. Блин, а почему 0.2 также осталось? Я же ускорился. Я бы 0.4. Аванпост 11. Так. Как они долго идут. Кстати, я во вторник говорил, что будет эта игра. Ну, вернее, намекал, что она будет такая, ну, с таким расслабленным, методичным, да, методичным, так сказать, геймплеем. На любить. Медитативным, наверное. Да, медитативным. И просил не кидать в меня кап. Так, о, надежда растет. О, выжившие. Когда-то здание было сильно повреждено, но теперь его починили в поисках защиты от холода и ветра. Из импровизированного дымохода идет дым. Исследовать? Так. Зовите нас надеждой. Наш стук отвечает Так, на наш стук отвечают вооруженные люди. Но они опускают оружие, когда мы говорим, что пришли с мир. Вскоре мы выясняем, что мы их последняя надежда. Они изнурены, голодны и больны. Их запасы на исходе. Мы узнаем, что предыдущих обитателей убили дикие звери. Вот не факт, не факт. Опасненько? Может, не стоит их? Так, сопроводить выживших на ваш аванпост. Отправить выживших на... Так. Разведчик отправится к нашему аванпосту и быстро доставит туда выживших. Выжившие отправятся на наш аванпост самостоятельно. На это у них уйдет больше времени, и часть из них может погибнуть. Ну, 22 рабочих и 11 инженеров. Ну, в принципе, я же располагаю ресурсами. Мне получается 3 хибары построить. Но проблема с едой будет опять же.
Может быть, естественный отбор устроить? Сколько дойдет? Посмотрим. Давай, идите сами. Идите сами, а мы отправляемся сюда. Надеюсь, это решение не слишком фатальное было. Хотя они придут еще пожалуются. Блин, ну чё, ну я не сохранился. Надо сохраниться перед этим решением. Ну, мне бы, кстати, пригодились инженера, потому что очень долго они исследуют. Сюда еще надо. Так, наконец-то одно ядро добыли. Так, пост добычи. А, вот это мне чего добавить. Окей. Ну, Серега, привет. Добрый вечер. А я тут прохожу Frostpunk. Люблю эту игрушку. Дополнение вышло для нее вчера. Последнее, кстати, дополнение. Так, завтра, кстати, потеплее. Опа, стоп, ресурсы. 5 стали надо. Блин. Так, что там случилось? Аванпост 11, у нас плохие новости. Правила поставок изменились. С этого момента у провиант будет выслаться только по получению от вас груза и стали и паровых ядер. Мы сожалеем о необходимости подобных жестких мер, однако их сочли необходимыми для своевременной доставки критических ресурсов. Да не охренели. Я ж тут подохну. У нас нет на это времени. Но они вообще офигели. Просто гонят. Просто гонят. Так, а я только с работы. Смотрю, ты стримишь. В эту игру не играл еще. Ну, кстати, ну посмотри, может понравится. Ну, меня зацепило. Когда я ее прошел первый раз. Прям зацепило. Так, секунду, надо построить пост добычи. Пост добычи. Блин. А, нет, что не добыли. Кстати, ну стали не могли здесь добыть. Ёбай. Стоп. А, ну мы здесь зацепили. То есть здесь мы сталь добудем. В принципе, нормально. На паровые ядра можно не переключаться. Так, у меня зазвенело в ухе в левом. Так. Надо действовать. Люди беспокоятся и сердятся из-за ситуации с провиантом.
К вам обращается группа опытных исследователей. То, что Нью-Лондон урезал поставки, показывает, что мы не можем полагаться на метрополию. Нужен другой источник. К счастью, наши разведчики нашли на юге следы пребывания других людей. Давайте отправим их туда. Возможно, это наш шанс. Не, ну если есть такая маза, почему? А как мне... Стоп. Так, так. Во. Я правильно отправил, надеюсь? Стоп. $21. Надеюсь, я правильно отправил. Они пересекаются, блин. Да, все правильно. Так, ну что, может быть, еду найдем? Так, кстати, сейчас немножко потеплеет, а потом опустится на 2 пункта, на 2 уровня. Он опять поднимется. То есть будет, получается, 20, потом будет 40, 30 и опять 40. Привет, привет, Игротека, спасибо за лайк. Спасибо за лайк, дружище. То есть будет 40 градусов у нас. Надо, короче, эти делать. Печки. Нужны печки. Кроме печек, кстати, к нам придут гости через день. Поэтому нужны еще и палатки. Так, у нас только свободных коек 2 штуки. Так, ты как меня так быстро догнал? Игротека, я ничего не делал, они сами. Люди сами заходят. Так, игра про Россию. Есть регионы, где центральные котельные на дровах, зато газ толкаем за бугор. Да? Да, именно так. Игра про Россию, игра про выживание. Мы сами и живем как в игре, блин, в одной сплошной. Поздравляю с 500 подписчиками. Спасибо, спасибо большое. Кстати, это случилось вчера, 20 числа. Не, стоп. Да, сегодня 22 уже. 20 числа. 20. Был стрим во вторник. После стрима, ну, на следующий день я заглядываю, ко мне прилетает человек 30. Ну, не 30, может 20. И потом, получается, до пятницы еще вот набралось еще 10 человек. Как тебя найти в Дискорде? Как меня найти в Дискорде? Сейчас, секунду. Серега, можешь это написать номер? Как меня найти в Дискорде? Чат кинуть, если не сложно. Я не помню просто. 13 там помню. Так, ну что там у нас с этими ядрами? Пять человек.
Спасибо, спасибо, Сережа. Пу-пу-пу-пу. Еды нет. Еды нет. Ну, зараза, они просто мне все обрубили. Козлины. New London is waiting. Get a move on. Просто мне все обрубили. Опа, стоп, 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 стоп. У меня уже... Ах ты, блин, еще мне надо 100 стали дособрать. Сейчас переключимся. Последнюю доставку сделаем стали и паровых ядер. И... Так, изучили уголь. Так, что еще можно сделать? Вы в идеале бы печи сделать? Печь 10 древесин. Давайте печки, печки. На, печки делать. Не, а там же, Серега, еще какой-то номер есть. Так сказать, по которому проще, наверное, находить. Цифры, ну там. Цифры. Так, ну что, мы груз отправили? Груз отправили. Сейчас будет у нас похолодание. А, блин. Ёба, они придут еще через сутки только. Так, ну ладно. Успею, наверное, построить бары. Еще вот печь успеть построить. А, стоп, мы же что-то еще изучили. Угледобытчик. А, как его поставить? Так, неверное. А, во. Неверное. Так. В смысле? А где не поставить его? А, понял, просто. Угледобытчик. Ну давайте здесь, наверное, построим. Ой, так. А, Дэн, это ты мне писал в ВК? Когда я тебе писал? Ну да, да. Группа же моя. Я тебе отвечал. О, спасибо. 18:38, спасибо, Серега. Так, сейчас, секунду. Мысли в порядок приведу. Так, 7 часов парни идут, и 22 часа это придут бедолаги. И неизвестно в каком количестве еще придут. Голодание будет жутко. Так, эти начали добывать сталь.
Серега, обязательно. Еще обратимся. Так, надо, короче, наверное, сохраниться. Мне кажется, перед колдами будет жопка. Так, первые заморозки. Я в эту игру не играл, но чую, надо спиртягу брать. Спиртягу, но тут есть, типа, знаешь, сейчас скажу, типа бойцовская арена. Ну, сделать бойцовскую арену можно, чтобы, так сказать, людям было как-то покомфортнее, что ли, жить в этих условиях. Потом можно сделать паб, чтобы могли как-то тоже отвлечься. Ну, короче, как бы заняться есть чем в условиях выживания. Даже у нас в России нет. Хотя нет, почему? Все это есть. Есть. Тоже все есть, чтобы как-то выжить. Выжить, а не жить. Блин, время так быстро пролетело. Уже 12:13. Двенадцать. Мне надо свободные руки. 18 часов. 18 часов. Гортека. А что такое терия? Терия. Так, сейчас, секунду. Печки готовы. Сколько они стоят, печки? 10 стали. Печки нужны. Так. Надо теперь сориентироваться. Бойко. Привет, дружище. Привет. Привет. Спасибо за визит. Так, не находит. Почему не находит? Тире. Тире. Нет, там, по-моему, нет тире. Сейчас, секунду. Спасибо за пожелание. Сейчас, секунду. Короче, я тебя пока, видимо... вот. Сергот. То есть ты же нашел меня? Серкрот. Все. Принял. Так, но у меня по-прежнему нет еды, кстати. Меня это очень сильно беспокоит. Они только через 2 часа доберутся до цели. Меня еще беспокоит то, что понизится температура. Это ты? Подожди. Ладно, давайте это после стрима там. Потому что цифры правильные. Ну, Серега правильно написал 18:38. То есть найти можно.
Так, у меня тут просто другие проблемы. У меня... Похолодание проблемы. У меня... Похолодание ожидается. Будет жопа мерзнуть у всех. Так, пару молодцев, пусть 5 человек освобождет работы и надо построить печки. Здесь. Здесь. Так, эти тоже... А, нет, наверное. Чё, по идее, здесь день построить? Ладно, посмотрим. Построю потом позже. А, ладно, я пошел спать. Давай, давай, Игротека. Доброй ночи. Доброй ночи. Work's over. Rest your weary bones. Так, лесопилку пока. Хотя, в принципе, можно лесопилку уже делать. Скоро ресурсы будут заканчиваться. Пусть будет лесопилка. Музыка в игре прикольная, да? Да, такая расслабляющая. Самое то. Атмосферно. Так, и все же. Вернемся к нашим баранам. У меня по-прежнему нет еды. Так, эти через 30 минут доберутся до цели. И потом еще им придется возвращаться обратно до базы. Еще 20 часов где-то. Так, стоп. Оп, где-то на что-то построилось. 24 часа. А, с режимом еще побаловаться, чтобы у меня дико уголь не сжигался. Так, я пока это отключу. Они пока еще терпят. Когда будет минус 40, уже можно подрубить. Так, шикарный вид. Вид многообещающий. Долина по меркам морозных земель выглядит уютно и прямо-таки зазывая спуститься. На самой террасе ничего интересного нет. Блин, серьезно? Продолжим искать. Перед нами уютная закрытая от ветров долина. Она как будто манит нас. Ну, как отправить? Так, а где моя поставка? А, вот она, стоп, транспорт. Получение. А, все, найс. Через 2 часа еда придет. Я забеспокоился немножко. Сейчас еда будет. Так, что мы тут? Раз, два, три. Только 3 печки, что ли, я сделал? Два. Да, 3 печки. Так, Галактикус. Ненавижу... Бойко. Давай, спокойной ночи. Ненавижу людей, которые накручивают лайки и подписки. Просто где-то 3 года назад мне друг
накручу лайки, и эта история закончилась тем, что за одно видео мой ак удалил YouTube. Согласен, согласен. Накручивать лайки не стоит. В принципе, хотя... Можно отправиться туда работать, наверное, человек 5. Пусть робят, добывают уголь. Так, груз пришел. Неплохо. Так, и через 1 часов будет у меня гости. Надо встретить их с хлебом с солью. Ну хотя бы с палаткой. Хотя бы с палаткой. Надо добить эту кучу. Можно будет уже заканчивать и перебрасывать сюда всех на работу. Тарам-тан-там. Так, а это что? Уголь. Можно поставить угольный шахт. Угольную шахту. Так, ну что, мы скоро, ребятки, наверное, будем заканчивать. Пока вроде неплохо все идет. Давайте, не знаю, может, до холодов дотерпим. Затягивать серию неохота. Потому что очень сидим уютно. Правда, от этого геймплея я уже сам начинаю мерзнуть. Прямо веет холод. Я чувствую. Нос похолодел. Немножко разгоним. Блин, я же, наверное, все-таки должен был построить хотя бы здесь еще печку. Так, я подрублю здесь купить на всякий случай. Да, нужен трактир и огненная вода. Ну, блин, видишь, мы под влиянием, так сказать, вот этого Нью-Лондона, который не позволяет нам ничего делать. У нас завязаны руки, к сожалению, поэтому приходится пока так. Без еды, без спиртяжки, без падших женщин. Приходится, так сказать, обходиться тем, что есть. Обходиться мало, работой и снегом. Работать и еще раз работать. Так, все, сейчас будет это снижение температуры до минус 40. Сразу давайте печи подрубим. Так. На 24 часа их подрубить. Сутки, интересно, я смогу притянуть? Или же все-таки на 14 часов? Да, давайте сутки, потом будет через сутки потепление, и уже можно будет открывать.
Наш мэр также говорит. Ну, я, можно сказать, как мэр. Смотри, у меня целое поселение. Вандерплей, привет, дружище. Спасибо, что заглянул. Так, подрубаем печи. Адские. Вторую печку. Третью. Они жрут уголь просто адово. На 2 дня только хватит угля. Так, ну здесь кипяток. Здесь пока кипяток. Сейчас посмотрим, какая температура будет. Во, понеслась. Wrap up well. The frost is here. Минус 40. Блин, не хотелось бы мне попасть, да, в такую погодку? Так, ну что тут у нас? Здесь прохладно. Здесь холодно. Здесь холодно. Тут еще работы не начались. Сейчас вот начнутся работы, тоже будет прохладно. Блин. Вот здесь мне холодно, кстати. To work. Let's get this shipment Так, ready. сейчас, секунду. Мне надо вот таких работяг выручать. А то они у меня отъедут. Вандерплей, крутая игра, но жаль, что у меня нет компьютера. Ну, блин, дружище. Да. Но ты можешь, благо, посмотреть ее на ютубе. Но ты не отчаиваешься. Ты обязательно себе купишь компьютер. Ну или тебе, может быть, задарят. У меня комп появился, кстати, мой первый, когда мне было, наверное, лет 14 или 13. Задарили. Ну, родители, ну я попросил. Типа у всех есть, а у меня нет. Вот, съездили в Пермь. Купили комп. По тем деньгам, помню, где-то 10, что ли. Причем, ну прям такое железо было. Хотя нет, по тем временам, наверное, нормально было железо. Ну, вернее, оно везде было. У всех были такие компы. Там какой-то Celeron, по-моему, был у меня 1700. Видюха там на 512 мегабайт или 256 даже. Ну, короче, такое, знаешь. Ламповый монитор. Белый корпус. Оперативки тоже около 512 мегабайт. Жесткий диск на 40 гигабайт. Причем это все за 10 покупал. 10 денег. Ну, такие цены были. Поэтому все будет, гайс. Так, ладно. Немножко это провалился в прошлое, но... Плоский был? Да нет, не плоский, конечно. Здоровенный кинескоп, можно сказать. Белый, 17-дюймовый или 15-дюймовый. Я себе плоский купил монитор только в году 2011. Плоский купил. Так, а вот здесь, кстати, можно печку сделать, настроить на 14-часовую работу, чтобы она не работала, не молотила 20 часов. Так, что у нас еще? Надо сообразить. Сколько у меня? Стали 80. Стали 80. Так, кстати, сейчас беженцы придут. Да. Толпа беженцев вместе. Так, до города добрались.
Выжившие. До нашего города дошла группа выживших. Они истощены. Им нужен отдых, еда и, возможно, врачебный уход. Сами они при этом готовы помочь нам всем, чем помогут. Интересно, они принесли с собой запасы хоть какие-нибудь? Вам сейчас сколько лет? Мне сейчас 33 года. Так. Он очень стар. Он супер стар. Да, Серега. Я, можно сказать, сама древность. Я родился в Советском Союзе, кстати. Но не помню. Не помню его, потому что было мне, наверное... Сколько мне было? Блядь, сколько я говорю. Идиот. Я прожил, получается, сколько? До распада. 6 лет, наверное. Или 5. До событий 91-го года, 93-го. Исследовать. Да кому, ну где еда? Где еда? У меня уже куча дерева, а еды так и нет. Блин, все-таки придется им отправлять ресурсы, чтобы не отправили еды. Вы родились в 83-м? Нет, я родился в 87-м. В 87-м году. Так. Короче, нужно хибары построить. И нужно, чтобы они попадали в тепловые зоны. И у меня это не очень получается. Хотя, в принципе, здесь зацепит. Короче, я сейчас поселю бедолаг в хаты. И вроде бы все нормально. В принципе, медпомощи не требуется. И мы, ребятки, на этом, наверное, закончим. Чтобы все было чики-пуки на следующий стрим, я чтоб не паниковал и нормально продолжал. О, кстати, можно отправить инженеров сюда. Точно. Точно. Так, сколько у меня еще свободных рук? Ого. Найс. Еще даже 16 человек доступно. Неплохо. Так, это онлайн стратегия? Нет, это не онлайн. Так, у меня 6 человек. Можно либо построить санитарный пункт, либо мастерскую. О, все, найс. Так, сейчас, секунду, разберемся с тепловыми зонами. Ага. Не хватает бедолагам. Бедолаги мерзнут. Блин, этого не хватает. Слишком холодно. Здесь прохладно. Так, ну, короче, у меня вот эти два дома мерзнут. Сейчас я, короче, позабочусь об этих бедолагах.
И, наверное, будем уже точно заканчивать. Сейчас до вечера дойдем, то есть до отбоя. И точно закончим. Так, у нас зимой в квартирах такие же тепловые зоны. Ну да. У батареи потеплее, подальше похолоднее, соглы. Так, что, печка работает? Печка работает, да. Молотит. Не, серным холодно. Ну. Хотя низкий риск заболеть, в принципе, не страшно, наверное. Тут вообще он ад. Очень холодно. Так, вы каждый раз разные игры стримите? Ну, получается так, да. Разные игры прохожу, ну, которые мне интересны по тематике, по настроению еще. От стратегий до шутеров, каких-нибудь РПГшек, до симуляторов. Разных. Так. Блин, кстати, у меня уже 126. Я забыл переключиться. Так, и плюс надо еще... Плюс надо... Так, второй этап исследовать, получается, нужно. Здесь я все исследовал. 50 древесины. 50 древесины. Маловато будет. Попробуйте VR. VR. Я понял. VR как бы сложновато. Расскажу почему. У меня стоит 1060. Она навряд ли потянет VR, стримы и игру. Поэтому пока что, наверное, VR не смогу попробовать. Да и под VR, по-моему, игр-то нет. Если только Half-Life. Поэтому пока что... Поэтому я, собственно говоря, и собираю деньги на прокачку ПК, чтобы, может быть, когда-нибудь в будущем попробовать в том числе и VR, возможности VR игр. 50. Мне еще потребуется куда-нибудь древесина. Так. Ладно, давайте, короче, это... все-таки исследуем. 50 дерева потратим. И сейчас до отбоя доживем, и, ребята, мы будем заканчивать. Почему все время я хочу сказать кончать? Кстати, неплохо работают. У меня еще 16 незанятых работяг и 6 инженеров. Я бы мог сделать даже лесопилку, наверное. Лесопилку, да, почему нет? Сбор ресурсов. Я в следующий раз сделаю сбор ресурсов, лесопилку, да, круто. Но это все будет в следующий раз. Так, пока еще есть что собирать. А вот с едой у меня вообще проблем. Капец. Жестко.
Так, ну все, ребят, давайте заканчиваем на этом. Увидимся с вами уже в воскресенье. Первый заморозок. Блин. Пересохранить, что ли? Проблемы с едой. Так, ну что, спасибо, что смотрели. Ставили лайки. Круто, я думал, сегодня будет меньше лайков. Потому что такая игра, ну, так сказать, не для всех. Все же спасибо за 21 лайк. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, комментировать. И до встречи в воскресенье. Не забывайте, в воскресенье в 10 вечера. Ну, 8 по МСК. 8 вечера по МСК. На моем канале. До встречи. До встречи всем. Пока. Спасибо. Wonderplay, Серега. Спасибо. Спасибо всем. Спокойной ночи. Хороших выходных.